Привет! Сейчас я тебе расскажу, почему мой мод лучший для PvP, а также почему он очень уникальный и единственный такой в своем роде. Если ты со мной не согласен, я буду лишь рад выслушать твою точку зрения, почему мой мод не является лучшим для PvP, по крайней мере на эту версию, на версию 1.16.5. На 1.7.10 я не спорю, есть моды намного лучше, чем мой Astral Ars Magic, потом Блуда, очень круто там написано, связанка. Хотя в этой версии тоже. Ну, конечно же, Витчери с сетом смерти, кстати, который я чуть-чуть позаимствовал технологию Set Health, хотя не позаимствовал, ну да ладно. Итак, если ты со мной не согласен, вот, пиши почему мой мод хуже какого-нибудь. Я буду только рад, что найдется лучший мод, чем мой. Ведь это круто, что PvP становится все сильнее и сильнее. Ладно, приступим к моему моду. Я начну с козырей. Это вот такая красная коса и синяя коса. На данный момент это лучшие косы, которые можно получить в игре, и лучшее оружие. И я думаю, сильнейшее на эту версию. Итак, начнем с красной косы. Это форма Даркина. Значит, эта коса на защиту. Она ориентирована на то, чтобы защищаться и не умирать. Пока находится в руке, каждый тик накладывает поглощение 4, силу 4, сопротивление 4, регенерацию 5. Также у нее есть уникальная озвучка при ударах. Надо выбить. Шанс на озвучку 10%. Значит, при ударе такая озвучка. Есть 4 вариации озвучки, можешь постараться найти их все. Также есть озвучка при крафте, которую я покажу потом. И третий вид озвучки — это озвучка после смерти. Сейчас я себя убью. Давай. Так глупо, что даже не смешно. Вот. Соответственно, озвучек при смерти тоже есть, по-моему, 4 штучки я сделал. Может, сейчас еще одну выбью. Остальные Ничтожество. Вторая. В общем, остальные ты сам найдешь при желании. А также у обеих кос есть способность на ПКМ. Обожаю этот прием. Вот. Накладывается на меня вот такие вот бафы. Сопротивление 5, блокирующий 100% из урона на пару секунд. Поглощение 20 уровня тоже на 20 секунд. Я его сделал на 20 секунд, потому что за 20 секунд вполне возможно это поглощение сбить. И пока на мне будет висеть поглощение 20 левела, соответственно, каждый тик на меня не будет накладываться вот это поглощение. То есть, если с меня сбивается поглощение, оно все равно остается как баф, и поэтому оно делает только хуже. Поэтому я его сделал на маленький период, чтобы оно не мешало, и чтобы на меня каждый тик потом накладывалось вот это 4-е поглощение. Вот, дальше мне дается скорость, сила, регенерация и прилив здоровья. Здесь не видно какого уровня, но, насколько я помню, регенерация 20-го, а прилив здоровья 30-го. Значит, сейчас я выйду из гейм-мода, и можешь заметить, у меня довольно большое хп. То есть фиолетовое, это учитывая то, что у меня нет никаких шмоток на хп. И Гоки статс прокачан на 0. Ну еще Astral Sorcerer мне дается там где-то 10 хп, но это не важно. ХП очень много дается от этой косы, как и выживаемости. Вот. Соответственно, у тебя появится вопрос. Это жимба. Я просто сделаю 2 косы и активирую 2 способности. Нет, я это предусмотрел. Активировать ни в коем случае нельзя 2 косы одновременно. Она будет накладываться вот такая вот медлительность большого уровня. И даже не пытайся это обойти это невозможно. Я тебе это говорю как чел, который в багах прошарен до не знаю какого уровня, как его назвать, но ладно, пропустим этот момент. Сейчас я пропишу эффект Clear. Соответственно, на мне сейчас нет никаких эффектов, и сейчас я уже смогу использовать способность. Итак, что дает синяя коса? Дает вот такие бафы при нахождении в руке. А способность у нее дает вот такие бафы. Сила тут 20 уровня. Также сейчас я расскажу про их урон и дополнительную скрытую механику их способности. Итак,
Что дает красная коса? Значит, красная коса наносит 400 физ урона, а также наносит 400 void урона. С активированной способностью этот void урон превращается в формулу, которая зависит от твоего максимального хп. Соответственно, чем больше макс хп, тем больше у тебя void урона. И, скажем так, если у тебя будет 100 максимальным хп, ну, 100 макс хп, у тебя будет примерно где-то, я даже не помню, 1000 примерно будет урона. Довольно нормально. Я считаю, все-таки это танковая коса, урона наносить нормально не должна. Ты же на это рассчитывай, когда берешь танка. Вот. А синяя коса без способности наносит 800 void урона, а со способностью наносит void урон, зависящий от твоего макс хп, но только уже в меньшую сторону. То есть наоборот, чем меньше макс хп, тем больше урона. Если у тебя будет 20 макс хп без каких-либо вообще бонусов, то у тебя будет x2 void урон. То есть, соответственно, ну, примерно x2, там, конечно, это очень грубо я сказал, будет примерно 1800-2000 void урона у тебя с этой косы при активированной способности. Вот, способность действует столько же, сколько и бафы. После окончания этот урон превратится в обычный, то есть 800 void урона. Ну и на этом механика кос завершается. Конечно же, у обоих кос свои озвучки. Сейчас я попытаюсь выбить какую-нибудь озвучку с этой косы. Я воплощение смерти. Также еще забыл упомянуть, что эти косы можно зачаровать, но острота им многого не даст. Вот, допустим, у меня коса сумеречного убийцы, 400 физы. Значит, я напишу enchant, Minecraft, Sharpness и 5 уровень максимум доступен. Вот, соответственно, всего лишь на 3 урона увеличится. Почему так? Потому что базовый урон у косы 2. Вот, а остальное это уже как добавочный. Ну, конечно же, можешь и на добычу зачаровать, и на бла-бла-бла, ну, для удобства. Вот. И можно зачаровать его даже в каких-нибудь предметах, типа Astral Sorcery, тот столик, столик из обычного Майнкрафта на зачарование, ну и так далее. Вот, сейчас, когда я раскрыл все свои козыри, почему мой мод самый сильный на эту версию, совсем забыл сказать, коса также наносит set health минус 7, и при активированной способности наносит set health минус 7 умножить на, ну и вот эта формула, короче, с минимум хп, то есть сколько я там ставил, я уже не помню, 35 делить на макс хп, по-моему, такая формула. Ну, в общем, минус 14 примерно будет сносить, или минус 17, зависит от макс хп. Вот, соответственно, если найдешь какой-то способ еще меньше себе хп сделать, чем 100 хп, я буду только рад, ты это заслужишь. Больше урон поломанный. Итак, теперь, когда я раскрыл свои козыри, я расскажу, как до них дойти и как получить эти косы. С самого старта игры тебе доступен крафт 5 вещей. Это Tensei Zangetsu, мой любимый из Unpacked. Вот. Делается он таким образом. В крафте участвует новый блок. Блок звезд ада. Это второй предмет, который можно сделать с самого начала игры. Делается он из звезд ада, соответственно, звезд Незера. Может показаться, а чё это? Чё так много? Где эти 9 звезд достану? Дружочек, для кого создавали мод Tinker Construct? Для кого, ты подумай. Вот. Я лично могу нафармить вот таких вот блоков 5 штук. Я сам засекал. 5 штук таких блоков можно нафармить минут за 10-20. Это не сложно вообще. Так что, если тебе это кажется сложным, вопросы не ко мне. И тем более мой мод больше для PvP-шеров, да, соответственно, что я указал как бы в названии. Поэтому PvP-шеры это все знают, продвинутые, как фармить, чем фармить, что фармить. Вот. Ну, поэтому, если для тебя это сложно, этот мод уже не для тебя. Дальше добавляют очень классную еду.
Это Кишиневская ночь конфеты. Очень классные. И мамалыга со шкварками. Делаются они из вот такой брынзы. Вот крафт брынзы. В оригинале, конечно, тут желудок. Используется, не помню чей, по-моему, свиной или овечий. Не, овечий, вот, овечий желудок. Соль, вместо соли костная мука. Получается 3 брынзы. И вот мамалыга делается, мамалыга делается как раз из этой брынзы. Мамалыга это вообще каша, но каши здесь нет. Вот, а чисто пшеницу сюда пихать, ну это бред как бы. Вместо соуса тут свекольный суп, вместо яичницы яйцо, миска, бла-бла-бла. Так, теперь зачем тебе крафтить вообще эту еду, что она дает? Значит, Кишиневская ночь при съедении накладывает на тебя баф регенерации на 14 секунд. Регенерация 2. Очень полезно для блокмейджики, с самого старта игры можешь их делать. Просто супер. Суперские конфетки. По 8 штук делается. Мамалыга со шкварками делается очень сложно. И 1 штучка всего лишь. Но зато она тебе восстанавливает фулл голод. И мало того, 400 желтой сытости дает. Тебе вообще это на весь день хватит. Но самое классное, почему она вообще такая дорогая и почему тебе стоит делать эту мамалыгу, при съедении она тебе дает защиту 4 на минуту 40 и регенерацию 4 на 20 секунд. Вот, я считаю, это очень круто и полезно. Вот. И я бы не сказал, что это имбово. Для тех, кому кажется, что это имбово, опять же, этот мод не для вас. Вот, мои дорогие казуальные игроки. Так, теперь разберем, как продвигаться дальше. Вот, и зачем мне вообще нужен такой меч. Тенсен Зенгетсу на 50 физурона. Значит, он нужен, чтобы убить первого босса. Сейчас я покажу, как он призывается. Я бы крайне не советовал убивать этого босса мечами слабее, чем этот, потому что он довольно жирненький и намного больше времени потратишь. Так, попытка номер 3. Я затупил 2 раза и призвал босса 2 раза с мирным режимом. Это я в 2 словах, короче. Так, значит, призываем босса такого вот конструкции, незамысловатый. Музыку я отключил, а у этого босса есть музыка, вот, не хочу спойлерить, замечательную. Это замечательное произведение, которое играется при призыве этого босса. Как видите, в связанке он меня вообще не пробивает, потому что у него физурон. Но вас-то он пробивать 100% будет, это я вам гарантирую. Это я просто такой сильный, крутой, ну. Несмотря на то, что этот меч наносит 50 урона целых и также 50 магического урона, конечно, он там смешивается с физическим и ослабевает, но неважно. Я ему наношу всего лишь по 20. Вот. Еще этот босс летает, противный и т.д. и т.п. Вот. После его убийства с него, значит, падает со 100% шансом вот такая вот штучка. После того, как я его подбираю, мне открывается достижение. Мне открывается достижение Банкай. Вот. Соответственно, вот, надо подобрать этот предмет. Получаешь Банкай. Что мне дает Банкай? Конечно же, он мне позволяет теперь превращаться в Банкай. Сейчас я текстурочку покажу. То я не показывал текстурку. Вот. Текстурка. Так, вот я превращаюсь в Банкай. 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 И теперь у меня меч стал намного сильнее. Теперь Тенсен Зенгетсу Банкай наносит 100 войд урона, что поможет в убийстве следующего босса и дает при нахождении в руке вот такие вот бафы. Также с босса первого, которого я сейчас убил, с 30% шансом падают барабаны. Покажу их чуть-чуть попозже. Сейчас о Банкае. Банкай мало того, что позволяет тебе быстрее бить, бегать, сильнее там быть и так далее, он позволяет тебе совершать санида. Это техника телепортации пустых с характерным звуком. Сейчас я тебе ее покажу. Найти ее можно в настройках и настроить на удобной себе. Допустим, я их хочу настроить на те же кнопки, что и ходьба. Это спокойно можно сделать. Это не проблема для меня.
Нажимаю готовить, и теперь при двойном нажатии я буду телепортироваться в сторону, которую смотрю, ну или куда жму. Вот. Соответственно, нужно слегка приловчиться, чтобы в текстуру вот так вот залезать. Ого. Я там... Это, какое место называется? В откровенное место залез. Ужас. Слова заплетаются. Короче, использую на свое усмотрение телепортации. И, допустим, вот у меня банкай пройдет. Я сейчас скину себе эффект. Как только с меня снимается банкай, у меня банкай пропадает из инвентаря и возвращается ко мне обратно Тенсет Зенгетсу. Не бойтесь, он не выбрасывается и не выкидывается вам, он именно спавнится и деспавнится в инвентаре, так что даже если вы сдохли, там, не знаю, что-то еще с вами произошло, всегда он к вам вернется. Итак, для чего же нужен банкай? Сейчас я разберу следующую часть игры, следующего босса. Итак, для следующего босса я настоятельно рекомендую выбить с 30% шансом с первого босса барабаны, которые дадут тебе очень классные бафы. И я думаю, ты уже догадался, откуда эти барабаны. Конечно же, догадался, не с Потапону. И звуки в них такие же. Я сам, значит, играл и снимал, как я играю, и записал эти звуки в свой барабан. Я думаю, ты знаешь все комбинации, если ты играл в Потапон. Вот, допустим, я хочу себе защиту. Вот на меня наложилась защита второго уровня. Или, допустим, регенерацию. Вот, Потапон Дончика дает регенерацию. Буст прыжка дает Дон Чака-Чака. Атаку дает Пон-Пон Потапон. Потом скорость дает Пата-Пата-Пата-Пон. И, конечно же, есть один прием усиления бафа, после которого на тебя накладывается баф усиление, и уже с ним у тебя все эффекты будут четвертыми. Я даже тебе сейчас покажу. Так, эффект, GIF. Так, демоник. Вот, усиление. 90 секунд, допустим, amplifier 0. Вот, усиление. И если я под усилением, допустим, вот, сыграю, то на меня наложится сила 4. Ну и, соответственно, усиление спадет. Я его просто так вызвал, что оно не спадает. Или это я не дописал, неважно. Значит, усиление получить можно одной из комбинаций. Если ты поиграешь, ты с первых минут уже найдешь, какая комбинация усиливается. Вот. Я тебя тупо заставляю играть в этот шедевр. Итак, чудо я еще не добавил, спойлер, я их добавлю, спойлер, они будут имповыми. Для тех, кто шарит по Потапоне. Итак, также для чего нужна эта штучка, которая выпала с босса? Она нужна, чтобы объединить ее вот с этими двумя штучками. Значит, эта штучка делается вот так, а эта штучка делается вот так. Тут даже нужны барабаны. Ты с этими боссами-барабанами просто сдуреешь, я тебе обещаю. А кто сказал, что этот мод легкий? А никто не говорил. Я говорю, что он сложный. Значит, он сложный. Соединяешь 3 штучки. Как их там? Подожди. Вот так, что ли? Да, вот так. Получаешь вот такой вот билетик. Призыв великого пудинга, то есть меня. ЧСВшно, ЧСВшно. Кринжово, кринжово. Отлично. Дальше. Я должен себя убить. Килл. Чтобы слетел кулдаун. Лайфхак. Трум-трум. Дальше. Еще кулдаун слетает, когда ты перезаходишь на сервер Ахах. Тоже скобочка по лайфхак. И сейчас я перейду в гейммод. Итак. Итак, вот я призвал босса. Надо аккуратненько с ним. Видите? 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 Видите?
Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Тихо. Быть. Аккуратненько. Быть. Входим. Оп. Даже без этого горки стац справляюсь пока что. Ой. Все-таки с горки стац. Ошибочка. Но зато без Astral Sorcery. Из Astral Sorcery у меня только вкачан полет. Ой, защита. Да и защита из Astral Sorcery вас не спасет от этого босса. Значит, потихонечку справляемся. Главное не умирать. Ни в коем случае, потому что после того, как этот босс убивает Entity, он делает себе set health 1024, то есть регенится на full хп. Так. Сношу ему нормально. Банкаем. Банкай классный, еще минута есть. Спокойно можно во время банка его убить. У меня как бы с этим проблем пока что никаких нет. И как раз барабан идеально дает столько же, сколько и банкай длится. Так что вот. Прям все как в Библии, все как что там в фильме, только об учебе мыслил. Мне нужен движ, нужен хаос. Всем должен до утра пить. Опля. Оп. Пить. Пац. Давай, 150 хп осталось. Почти убил чела. Почти убил себя. Вот. Сурьке наносит физу, можно его в принципе не бояться, но когда ты его бьешь, там просто нереальная дичь. Урон. Вот, с него выпадает такой вот жетон. Игра в Омара неудачник. Вот, сейчас как раз кончится банкай. То есть идеально я успеваю его убить. То есть я все прочитал. Что делать, значит, с этим Омаром? На музыку можешь типа не обращать внимания, она будет еще довольно долго длиться. Я не гений Ботани, да, который сделал музыку, пластинку, которая отменяется после убийства босса. Я так не умею, я умею только музыку проигрывать и все, и музыка играет. Так, значит, для чего нужна эта вот игра? О, отлично, закончилась музыка. Значит, ее нужно объединить со всеми предыдущими штучками, вот в таком вот порядке, как в этом джойстике. И драконье дыхание. Вот, получаешь косу Раста. Вот, коса Раста. Вот так вот она выглядит. Кстати, забыл показать, как выглядят две этих прекраснейших косы, которые я очень долго делал. Вот это более тонкая, но зато более детальная. 124 на 124 пикселя к 100. А эту я типа рисовал прям идеально сам. Срисовывал чисто каждый пиксель. Она 64 на 64, но зато вот такая вот толстенькая, классненькая, объемная. Вот, переделать миление уже задолбался их делать. Так, значит, как мне эту косу превратить в одну из этих? Акцентирую внимание. Одну из этих. Не в обе, а одну из этих. Все, обратно никак больше нельзя будет. Значит, нужно просто бить моба. Именно бить. И не более. То есть не при убийстве, а именно при ударе. Есть шанс, опять же, 10% на то, что тебе в инвентаре заспавнится душа. Вот, красная душа. Соответственно, для красной косы синяя душа для синей. Шанс у них одинаковый. Чем больше враг, тем слаще его крики. Озвучка у этой косы тоже есть. Сам будешь все слушать и наслаждаться озвучкой. Я не хочу особо ее спойлерить. Хотя ты и так пару ударов услышишь. Ну ладно, вторая красная душа упала. Вот. И при смерти сейчас озвучку тебе тоже покажу. тебе суждено было умереть. Вот. И, значит, что дальше с этими душами делать? Когда ты соберешь 9 синей души или красной, угадай что? Не поверишь. Это ни разу не слизано синкер констракта и призывом челов со спавнера вот этими душами. Нет, это идеально новая гениальная вещь, да, в скобочку профу. Вот, сжатая душа получается.
А из сжатой 9 души угадай что, не поверишь, еще более сжатая. Вот, божественная синяя душа и дьявольская красная душа. Сейчас я покажу, как из них получить косу. Так, Gmod Survival. Значит, вот я нажимаю ПКМ. Ничего не происходит. Но если я положу через F во вторую руку предмет, и уже с ним нажму по косе ПКМ, она превратится в косу Даркина. Вот. Каин не ценил своей плоти. Раз не такой глупец. Вот. Ну и синяя, соответственно. Даркина больше нет. На очереди наши враги. Кстати, вот так флексово крутится на земле. Просто флекс, флекс, флекс. Вот. В принципе, все. На данный момент этот мод находится на альфа-версии. То есть это лишь процентов 20-30 того, что будет в моде. Дам небольшой спойлер. Следующая версия мода будет с обновлением, с отсылкой, короче, на мангу «Страна самоцветов». Вот. Там будет довольно много, очень много, я бы даже сказал, контента, прям нереально много. И финальной шмоткой за вот эту, как бы так сказать, арку прохождения страны самоцветов в моем моде будет выдаваться очень сильная вещь. Если ты в комментариях угадаешь, какая это вещь, я выполню любое твое желание. Естественно, в рамках не безумия, в рамках возможного и типа не удалить мой мод. Как-то так. Я выполню, в общем, любое твое желание, что добавить в мод на любой отсылку и так далее. Ну, ты понял. Главное, чтобы это было полезно и типа не какой-то, тупо неважная хрень. В общем, все, на этом все. Удачной игры. И скажу напоследок, есть секретный босс. Вот, секретный босс. Я не скажу, что с него падает. Хи-хи-хи. Я не скажу, как его убить и насколько он силен. Но я скажу, что его призывалка дается за это достижение. А это достижение выполняется одним способом. Тебе понадобится именно одна из двух кос, либо синяя, либо красная. И под ее эффектом ты должен иметь у себя в инвентаре какие-то две вещи. Вот. Из ванильного Майнкрафта. Вот и все. Вот вся подсказка.